Формирование звучания электрогитар в атмосфере блэк-метале может быть сложной задачей. Но сегодня я покажу и расскажу вам свое видение всей этой ситуации. You can turn on English subtitles here. Послушаем. Послушаем гитары в соло. Я уже активировал на них кое-какую обработку. Давайте ее отключим. Вот с таких гитар мы начинали. Звучание очень шумное. И послушайте внимательно, насколько много гула в нижней середине и низких частотах. Такой постоянный бубнёж на фоне. Активирую первый эквалайзер. Да, действительно. Он делает гитары более яркими, более открытыми и присобирает вот эту гулкость. Но опять же, из-за излишней яркости появляется дополнительное шуршание в высоких частотах, которое нам определенно не нужно. Второй эквалайзер слегка причесывает то, что не удалось причесать первому эквалайзеру. Явно яркий резонанс. Бубнёж. И еще бубнёж. Дополнительный контроль низких частот делает звучание гитар более чистым. Послушаем еще раз без обработки. Вроде бы звучание гитар хорошее, они наполненные, но вот эта грязь слегка раздражает. Послушаем, как гитары звучали в миксе до обработок. А теперь с обработками. В целом, звучание микса стало более чистым, более аккуратным и более приятным на слух. Но этой эквализации недостаточно. Я все еще слышу слишком резкие резонансы, присутствующие в звучании электрогитар. Мы попробуем с ними справиться с помощью плагина SUS. Немного настроим его. Контролируем нижнюю середину. И резонансы в верхней середине. Сейчас обработка слишком интенсивная. Мы забираем все красивое, что есть в электрогитарах. А теперь лишь контролируем их. Без обработки. Обратите внимание на то, как сейчас гитары свистят. А теперь свист уходит. Но при этом гитары не перестают быть гитарами.
Послушаем еще раз сырое звучание и звучание уже после эквалайзеров и СУС. Гул, свист, много неприятностей. А теперь более чистое и открытое звучание. Но в целом характер гитар сохраняется. Послушаем в миксе. Да, такое звучание мне уже нравится. Мы сегодня не будем дополнительно рассматривать эквалайзер Gold 3, который установлен первым в цепи обработок, потому что я показывал его в видео «Британская эквализация в итальянском формате». Ссылку на него вы увидите под информационным блоком. Продолжим работу. Кроме эквализации и контроля резонансов, нам все-таки нужно добавить гитаре пространство. Она звучит слишком близко и недостаточно объемно. В качестве ревербератора попробуем использовать PSP Spring Box. Он обычно прекрасно показывает себя на электрогитарах, особенно тех, в которых были достаточно подавлены резонансы. Послушаем, как он звучит. Очень приятное звучание пружинной реверберации. Попробуем 3 пружины. Две пружины мне нравятся больше. Попробуем уменьшить срез низких частот. Возможно, дополнительный низ гитарам не повредит. Послушаем потом в миксе. И также попробуем поиграть со временем затухания реверберации. Слишком долго. А так уже лучше. Я не хочу, чтобы реверберация была слишком навязчивой. Но, я думаю, вы заметили, резонансы, создаваемые пружинами, они как раз восполнят ту недостачу, которую мы отняли у гитар. Вот эти резонансы будут звучать более контролируемо и не будут слишком далеко двигаться по частотной характеристике электрогитар. Послушаем гитары вместе с ревером. Без ревера. Более тусклое и менее объемное звучание. А с ревером намного больше объема. Но громкость ревера слишком высокая. Да, так намного лучше. Он добавляет нечто прекрасное к звучанию электрогитар и очень приятно поддерживает их. Послушаем в миксе. Отключаю ревер. Отключаю обработки.
Это то, с чего мы начинали. Включаю обработки и реверб. После обработок звучание гитар стало более подходящим для микса. Я не стесняюсь срезать очень много низких частот, верхних частот, подавить резонансы, сделать все, что угодно, чтобы звучание гитар село в микс и не мешало прослушиванию других инструментов. Конечно, в гитарной музыке гитары очень важный элемент, но в атмосфере Black Metal гитары все же это еще одна текстура, создающая атмосферу песни. Большое спасибо за внимание. Не забудьте поддержать нас на Patreon или любым другим удобным для вас способом. Все ссылки в описании. Ставьте лайки, колокольчики, птичек, пчелок и другую живность. Подписывайтесь на Ершов Микс в соцсетях и следите за выходом новых видео на нашем канале YouTube. Увидимся завтра. Плывите к звуку.